Очень добрый день. Я Лейга Гаркуша, и лет 20 назад я узнала, что есть такое колесо баланса жизни, которое говорит, что у настоящих, добрых, умных, образованных людей все должно быть в балансе, и здоровье, и финансы, и карьера, и семья, и быт, и всякое такое. И я, как немножко склонна к перфекционисту, я очень старалась, изучала эту тему, как же жить в этом магическом балансе. И рано или поздно, раз за разом, иногда мне получилось, но чаще всего не получалось. Но где-то 4 года назад у меня настал такой момент, когда я поняла, что я зря стараюсь, потому что жизнь такая штука, в которой есть сезоны, и невозможно все держать на самом высоком уровне одновременно. В жизни есть сезоны у каждого человека, насколько мы бы ловкие, умные или сообразительные не были. У детей есть время, когда они рождаются, кушают молоко, они учатся, и мы понимаем, что у каждого человека есть какой-то рост. И на самом деле большое у нас такое много страданий приходит от того, что мы сравниваем свою весну, например, когда там все начинается, что-то тает, с чьей-то осенью. И мы смотрим, что человек же живет рядом, и думаем, значит, у него все такие же возможности, он такой же человек, почему у него все по-другому? Но мы очень разные. И у нас очень разные жизни, очень разные исходные позиции, очень разная миссия, очень разные таланты и очень разные периоды жизни. Притом в тот же самый момент люди могут проживать по-разному. И тот момент, когда я поняла, что есть периоды жизни, я перестала сравнивать себя с другими людьми. По крайней мере, точно в меньшей мере. Хорошо знать свой сезон по двум причинам. Перестать сравнивать себя с другим, это раз. И чтобы максимально прожить этот момент. Потому что в любом сезоне жизни, и при том очень возможно, что вы сами можете дать название тому сезону, который у вас есть сейчас. Есть что-то очень важное прямо сейчас, на что стоит концентрироваться, тратить свою энергию, силы. Можно это учиться. Если нет семьи, надо путешествовать, строить планы, развиваться, набирать опыт, строить карьеру. Если есть совсем маленькие дети, это не совсем удобно, это не совсем возможно. Или есть, например, проблемы какие-то со здоровьем, тогда в каждом сезоне надо делать самое важное, что надо делать прямо сейчас. А на все остальное можно немножко прикрыть глаза и держать их более-менее, но это не самое важное. И когда мы знаем этот сезон, тогда можно концентрироваться на важном и откинуть лишнее. Почему я это говорю? Например, когда я это поняла, у меня было 4 детей в возрасте от 3 до 10, и получается, что за 7 лет у меня родилось 4 детей. Карьеру я оставила, наверное, в таком каком-то третьем плане. Я решила, что у меня сейчас есть маленькие дети, я буду с ними. Потому что они вырастут, и я смогу продолжить карьеру и саморазвитие, а дети маленькие не будут никогда. Есть сезоны, которые есть только раз в жизни. И если мы их упустим, мы потом сожалеем, говорим, почему я тогда не делал вот это. Потому что мы смотрели на других и слушали другие советы людей, которые были вообще в другом сезоне, моменте в своей жизни. Например, я понимаю, что у меня был такой момент, и он сейчас идет этот год, когда я дала себя, давай, Лига, у тебя сейчас год экспериментов. Ты там веди свой блог, учись, выступай, делай что-то как блогер, и через год посмотрим. Выключи эту самокритику, экспериментируй, наслаждайся, и через время посмотрим, что из этого получилось. Я дала себе время. Но иногда бывает, что мы не знаем, когда закончится этот сезон. Но очень часто мы смотрим назад, мы можем знать, когда он начинается. Пару дней назад я читала интервью с украинским парамедиком, женщиной, которая была в плену 3 месяца. Страшная установка, страшный жизненный опыт. Но она говорит, что ей помогло выжить чувство поддержки. Она говорит, я чувствую, что меня поддерживают люди, и что я знаю, что все закончится. Так оно есть. В этой жизни всему есть свое начало и конец. И мы не всегда не знаем, какой он. Но есть свое время для всего. Соломон говорит, что есть время обниматься, есть время прощаться, есть время разрушать, есть время строить, есть время сеять, время пожинать, есть время учиться и время применять, время смеяться, время плакать. Для всего есть свое время. И, наверное, мудрость заключается в том,
что когда есть время строить, тогда надо строить. Кстати, я понимаю, что в этом моменте есть, как это отличить, есть энергия на это. И много обстоятельств, они как бы указывают, что сегодня, вот сейчас концентрируйся на этом. Но у нас есть такое искушение. Бывает, что особенно, когда есть трудные времена, и нам они не нравятся. Нам не нравится время без ответов. Нам не нравится, когда некомфортно. Мне очень не нравится. Но я понимаю, что именно в этих моментах мы растем как люди, если мы принимаем правильные решения. Я где-то слушала, что корни у деревьев растут именно зимой. Глубина и крепость, гарантия, условно гарантия следующего хорошего урожая и следующего, оно происходит, когда внешне ничего не происходит. Ну и вот эти тяжелые времена, нам хочется их быстро перескочить, но на самом деле это не всегда так получается. Поэтому тем, которые проходят эти тяжелые времена, тоже утешение, и это пройдет. И, наверное, и в это время можно набирать какой-то опыт и что-то понимать, что-то пережить, на что-то фокусироваться и вырасти как человеку. Это раз. А есть хорошие сезоны, есть хорошие периоды, и хочется их продолжать, их тянуть, но они тоже заканчиваются. Я помню, что я почувствовала, что мне надо уходить из бизнеса, из компании, в которой я была 18 лет. Я обожала эту сферу бизнес-обучения, я обожала этих людей, саму идею, но я прямо чувствую, что мое время истекло, и надо идти дальше. Я всеми силами держусь за это, и это тоже не совсем хорошо, потому что начинает все быть не то. Мудрость, наверное, заключается знать эти сезоны, и Соломон говорит, дай нам так вычислять, дай нам такое мудрое сердце, чтобы мы правильно вычисляли свои дни. Знать эти сезоны, когда что делать. Ну и я, например, с того момента начала даже давать название сезонам. Очень часто мы можем знать, когда они начались, и иногда можем предвкушать, когда они закончатся. Но что самое важное, знать, что в этом сезоне для меня важно научиться, понять и сделать вот это. И тогда я могу не волноваться и не париться про остальные вещи. И как кто-то очень мудрый сказал, что жизнь можно жить только вперед, и не зная, что... отчасти что-то знаю, но на самом деле не так уж много. Но понимать ее можно только назад. Так что я желаю, понять свою жизнь, но и все равно иметь энергию и смелость жить дальше. Если вам было полезно, поделитесь, напишите свои комментарии, мне они очень бодрят. И встречаемся в следующих видео. Па-па!